Василина не хотела вылезать из старого сундука в сенях. Они с мамой играли в прятки. Женщина уже пару раз прошла мимо сундука и не догадалась в него заглянуть. Василина и сама раньше никогда сюда не пряталась, только сегодня ей пришла в голову идея залезть в этот старый сундук. Даже пауки, которые тут сновали туда-сюда, не испугали девочку. Мама часто играла с дочкой в разные детские игры, то в прятки, то в догоняшки, жмурки, салочки и прочее. Не обходили стороной и дочки матери с куклами и пупсами. Василине особенно нравилось, когда мама была дочкой, а она исполняла роль мамы. Детского сада в деревне не было, и как-то надо было развлекаться. Но с приходом папы с работы все игры прекращались. Дома должно было быть тихо. Он очень уставал, и дома ему требовался отдых. Папа один работал в семье и один обеспечивал всех. Мама растила дочку в уважении к старшим и к труду. Когда папа приходил домой и ложился отдыхать после ужина, Василина выходила на двор, там у нее были свои развлечения и свои игрушки. Обычно все девочки боятся змей, лягушек, мышей и пауков, Василина же совсем их не боялась, наоборот, они ей даже нравились, особенно змеи. Тут возле задней стены дома у нее было что-то вроде серпентария. Папа обустроил, раздобыл где-то пару старых аквариумов, которые уже пропускали воду, установил на специальной полке, чтобы девочка могла достать и самостоятельно за ними ухаживать. В одном аквариуме жила большая жаба, которую звали Дуся, а во втором аквариуме уж Митька. Конечно, возиться с ядовитыми змеями Василине никто бы и не разрешил. Жабу мама не разрешала брать в руки, от нее могли пойти прыщи и бородавки. А вот уж был совсем ручной. Иногда Василине даже казалось, что он на свое имя откликается, хотя она знала, что змеи глухие. Так вот и проходило время в деревне. В этом году Василина должна была пойти в школу. Слава богу, школа в деревне была своя, и не надо было ходить в другую деревню или поселок. Только никому не разрешай называть себя Васькой. «Ты Василина?» И никаких разговоров, говорила мама. «А если все равно будут называть?» Спрашивала девочка. «А ты не откликайся. Даже головы не поворачивай, они и привыкнут. Все в твоих руках, как сама себя поставишь, так с тобой и будут обращаться», говорила мама. А пока беззаботное детство продолжалось, можно было еще целое лето бегать, загорать, купаться, ловить ужей в лесу и играть с мамой в прятки. Ничего не предвещало беды. «Василина, дочка, да где ты в конце концов? Я уже избегалась вся. Надо и дела делать», сказала мама и присела на крышку того самого сундука, где пряталась Василина. Присела, наклонилась в сторону, повалилась, да и умерла. Василина хотела выбраться и крикнуть: «Мама, мама, я здесь». А ты и не догадалась. Но крышку сундука было не открыть никак. Девочка чувствовала, что произошло что-то неладное, но поделать ничего не могла. Когда папа пришел с работы, обнаружили страшную картину: мертвую жену на сундуке, а внутри плачущую дочку. Никто не мог и предположить, что молодая женщина так тяжело больна. У нее был тромбофлебит. В тот день было слишком жарко для подвижных игр, а она несколько раз подряд обошла весь дом, пока искала дочку и запыхалась. Присела на сундук в сенях там, где прохладно, тромб оторвался, закупорил сосуд в сердце, и ее не стало. Вот так быстро, в одну секунду. «Все под Богом ходим, с каждым может случиться», говорили люди на похоронах. Василина вообще не понимала, что случилось и от чего. Где-то в глубине души она винила себя за то, что залезла в тот проклятый сундук. Но правда жизни такова, что никто не застрахован от такой болезни, и никто не виноват, ни Василина, ни тот сундук. Рано или поздно это должно было случиться. Положенные 40 дней папа погоревал вместе с дочкой, а потом привел домой тетю Жанну. Соседи шептались: вот ведь какой оказался. Хоть бы годик подождал. А чего ждать? Он хотел как лучше, чтобы у дочки мама была, чтобы дома уютно, хозяйство опять же. Тетя Жанна была другая, совсем другая, не такая, как мама. Она была
Конечно, красивая, но какой-то другой холодной красотой. Она была городская женщина и совсем не вписывалась в деревню со своими нарядами, каблуками и перчатками, сумочками и зонтиками. А еще она до смерти боялась всяких змей и пауков. После первого знакомства с Василиной она спросила девочку: «Ну, как? Я нравлюсь тебе? Поживем, увидим», — спокойно сказала Василина. Девочка ответила правду. А что, она должна была кинуться на шею к незнакомой тете. Но Жанне не понравился такой ответ. Она не взлюбила падчерицу с того самого момента. «Васька, чтоб завтра за домом не было твоих гадов. В огород спокойно не пойти. Высовываются и шипят. Где это видано? Развела змей. У нормальных девочек должны быть котята, а не эта гадость». Уже через неделю кричала на девочку Жанна. Конечно, Василина не реагировала, ведь мама так научила дочку не отвечать, когда ее будут звать Васей. «Ты что, меня не слышишь?» — кричала мачеха и топтала ногами. «Слышу, но я не Вася. У меня другое имя. Если вам нужен Вася, родите себе мальчика и называйте Васей, а я девочка, и меня зовут Василина», — отвечала малышка. Конечно, при отце Жанна была кроткая и нежная, как овечка. Она откровенно ябедничала на Василину и рассказывала все, как ей было удобно. «Представляешь, — говорила она, — так и сказала мне: роди своего ребенка и тогда приказывай. Совсем не хочет помогать. Нет, ну я понимаю, что я ей не родная, но она совсем не идет на контакт». Жаловалась Жанна отцу девочки, который был теперь ее мужем. А какой тут может быть контакт, если с того случая она специально называла девочку Васей или Васькой в отсутствие папы, разумеется. Жанна настояла, чтобы Василина избавилась от своих питомцев. «Ну правда, дочка, ты должна понять, Жанна, человек городской, она не привыкла к таким животным. Она же старше тебя, ты должна уважать ее. Да и то верно, что это за домашние любимцы. Хочешь, я тебе котенка подарю?» — говорил папа. «Не надо», — отвечала Василина. Конечно, она никуда не выбросила жабу, Дусю и ужа Митя. Она просто перенесла их к себе в комнату. Жанна принципиально туда не заходила. Василина решила, что они там будут в безопасности. Учеба в школе давалась Василине с трудом, не потому что она была глупая, просто целый день она только и думала о том, чтобы Жанна не нашла в ее комнате Дусю и Митя. Они хоть и стояли под кроватью в своих аквариумах, но все-таки мало ли что. К тому же Жанна, как назло, однажды пришла в школу якобы встречать Василину с уроков и при всех несколько раз назвала ее Васей. С той поры все стали дразнить девочку Васькой. Она уже и не знала, как отбиваться, пробовала и по маминому совету не отзываться, но, к сожалению, это плохо помогало, она даже драться пробовала. Так прошел год. Василина и представить не могла, как она будет жить дальше. Жанна насела на нее по всем фронтам. Девочка должна была и по дому прибираться, и воду носить, и в огороде пропалывать, а кроме того, мыть посуду и подметать двор. Мачеха есть мачеха, что тут скажешь. И как-то раз к Жанне приехали ее подруги или родственницы. Она думала, что Василины нет дома, и живо веселилась с ними в большой комнате. «А что ты не родишь своего спиногрызика? Чего возишься с чужой девчонкой?» — спросила одна из подруг. «Ой, признаться, давно бы родила, но представить не могу, что я буду делать с ребенком тут в деревне. Переезжать в город муж принципиально не хочет. Вот, представляете, рожу, а эта дрянь малолетняя возьмет, торкнет в него чем-то. Нет, я этого не переживу», — говорила Жанна. Василина едва сдержалась, чтобы не выбежать из комнаты и не закричать, что она никакая не дрянь и ничего тыркать в детей и даже в голову бы и не пришло. Да отрави ее, и дело с концом. Кто тут в деревне будет разбираться? Сожрала гадость какую-нибудь, может, нашла случайно. Подсыпьте яду крысиного и все. Правда, нафига тебе чужой ребенок? Пора своих заводить. Советовали подруги. Василина и обомлела. Слово в слово она все рассказала вечером папе.
Признаться, ему и самому уже надоела Жанна с ее городскими замашками. Не понимали они друг друга, да и понимать уже не очень хотелось. Она совсем не была похожа на маму Василины, которую папа по-прежнему вспоминал и даже любил. Вот он и сговорился с дочкой подыграть ей. Конечно, ждать, когда Жанна ей подсыплет, никто не стал, просто Василина притворилась, что ей стало плохо, и сделала вид, что к вечеру умерла. Жанна чуть не прыгала от радости. Видно было, как ей трудно сдержать свою радость. Еще бы все само собой решилось, и делать ничего не надо. И вправду никто ничего проверять не стал, купили гроб, уложили и понесли на кладбище. Все подходят, плачут, прощаются. Настала очередь Жанны. Не могла же она отказаться. Пришлось играть роль скорбящей мачехи. Наклонилась она над гробом, а Василина возьми да и открой глаза из-под покрывала, и как вытащи уже своего Митьку, да как она сунет его в рожу мачехи. А уж не понял ничего, взял да и вцепился в щеку. Тут уж Василина не могла сдержаться со смеху. Веселые вышли похороны. Покойница смеялась громче всех, а вместе с ней и отец, увидев искаженное страхом лицо жены. Да и все, кто был, тоже смеялись над Жанной, как она бежала со змеей на морде. Уже Митяя потом нашли аж за километр от кладбища. Василина же, когда выросла, стала ветеринаром. Жанну они больше никогда не видели, а папа больше не пытался приводить в дом новых мам для дочери. Мама у нее навсегда одна была, хоть умерла слишком рано.